Еще совсем недавно китайские автопроизводители пытались догнать по дизайну и продажам своих европейских и японских конкурентов. А теперь взгляните, как резко изменилась картина. Всего за несколько лет они не просто догнали, а во многом и перегнали многих мировых игроков. Когда-то их упрекали в копировании чужих идей, а сегодня они сами задают тренды. В этом, конечно, есть заслуга дизайнеров, которых Китай с умом переманил из знаменитых брендов. Но даже не это главное. Сегодня борьба уже идет не с Европой или Японией, а внутри Китая. Бренды соревнуются между собой, кто сделает круче и технологичнее. Электрокары, гибриды, футуристические салоны, огромные экраны – все, чтобы зацепить не только китайского покупателя, но и зарубежного. И вот китайский бренд Zeekr, входящий в состав автогиганта Geely, до недавнего времени выпускал исключительно электромобили. Но времена меняются. И вот на фоне жесткой конкуренции на домашнем рынке Zeekr представляет свой первый гибрид, да еще и не абы какой, а шестиместный полноразмерный флагманский кроссовер. Такой шаг стал ответом на ожесточенную конкуренцию на китайском рынке. Каждый крупный автопроизводитель Китая уже имеет в арсенале крупный, люксовый шестиместный автомобиль. Но Zeekr решил не просто участвовать, а задать новый уровень. Их гибридный флагман предложит 1400 лошадиных сил, разгон до 100 км в час за 3,1 секунды и запас хода в смешанном цикле более 1000 км. А в салоне никакой экономии. Материалы и оснащение уровня Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga. Да, Zeekr всерьез и без иронии записывает их в конкуренты. Амбиции. Еще какие. Звучит дерзко. Еще бы. Давайте разберемся, что известно об этом китайском гиганте, который может стать новым героем премиум-сегмента. На вчерашней презентации представители Zeekr раскрыли новые подробности о премиальном кроссовере 9X и впервые показали интерьер модели в коротком видеоролике. Салон Zeekr 9X рассчитан на 6 пассажиров. Второй ряд – 2 отдельных кресла с режимом невесомости, подлокотниками, атаманками и собственным экраном по центру. Первый ряд не уступает. В подголовнике передних кресел встроены динамики, а на центральной консоли расположен большой плавающий сенсорный экран с удобным рядом физических кнопок под ним. На центральном тоннеле сразу 2 беспроводных зарядных устройства, кристальный селектор режимов движения и деревянная отделка. Селектор передач находится за рулевым колесом, а привычные ручки дверей заменены кнопками на дверных картах. Материалы отделки обещают быть исключительно премиальными, технологии самыми современными. Все именно так, как и положено автомобилю, который стремится в конкуренты британским люксовым брендам. Помимо подробностей о салоне, Zeekr наконец-то раскрыл и техническую сторону своего флагманского кроссовера. В основе лежит новая платформа CES, специально разработанная для гибридных автомобилей. Главная особенность – это плагин-гибридная силовая установка, способная работать как в последовательном, так и в параллельном режиме. То есть двигатель внутреннего сгорания не только заряжает аккумулятор, но и может подключаться к колесам. В состав гибридной системы входит 2-литровый турбомотор мощностью 279 сил, имея тепловой КПД 46%. Он работает вместе с 3 электродвигателями. Один из них расположен спереди и развивает 394, еще 2 сзади, выдающие по 503 силы. Общая мощность электродвигателей – 1400 лошадиных сил. По словам Zeekr, по мощности 9X сопоставим с 3 бензиновыми V12. Полноразмерный кроссовер разгоняется до 100 км в час за 3,1 секунды, а максимальная скорость ограничена на уровне 240 км в час. Одной из ключевых особенностей нового премиум-кроссовера стал аккумулятор FreeVoy от Kettle емкостью 70 кВт-часа. Это один из самых крупных батарейных блоков, когда-либо установленных в плагин-гибрид. Для сравнения, у Yangwang U8 батарея на 49 кВт-часа. На электротяге гибрид способен проехать до 380 км. Общая дальнобойность кроссовера пока официально не названа, но по предварительным данным она превысит 1000 км. А благодаря 900-вольтовой системе поддерживается быстрая зарядка стандарта 6C. Результат впечатляет.
Заряд с 20 до 80% занимает 9 минут. Представители Zeekr гордо заявляют, что их флагман заряжается быстрее, чем 99% электромобилей на рынке. Флагман Zeekr выделяется не только своим салоном и силовой установкой, но и технологичными решениями в подвеске. Двухкамерная пневматическая подвеска с двухклапанной системой CDC. С ее помощью можно менять дорожный просвет на 110 мм, а максимальный клиренс достигает 288 мм, а поднять автомобиль на 30 мм можно за 7 секунд. Еще одна фишка – активный стабилизатор поперечной устойчивости на 48 вольт. Он практически борется с креном в поворотах, заставляя 9X уверенно держаться дороги и не раскачиваться. А благодаря искусственному интеллекту подвески автомобиль сам подстраивается под неровности, выбирая оптимальные из 10 внедорожных режимов. Для тех, кто все еще любит покритиковать китайские автомобили за якобы фольгированный кузов, есть новость. Производитель официально заявил, что кузов на 91% состоит из высокопрочной стали и алюминия. А теперь внимание! 10 ключевых элементов кузова имеют прочность на разрыв 2000 мегапаскалей. В топовой версии Zeekr 9X установлен адаптивный круиз-контроль G-Pilot H9 с 5 лидарами и 2 мощными чипами NVIDIA Drive Thor. Вместе они выдают 1400 ТОПС, это 1,4 триллиона операций в секунду. Такой мозг управляет системой ZIA 3.0 с обзором на 360 градусов, обеспечивая практически полное понимание окружения. В базовой комплектации 9X будет доступна система G-Pilot H7 с одним чипом и производительностью 700 ТОПС. Разработчики уверяют, что автомобиль соответствует 3-му уровню автономного вождения. Это значит, что в отличие от распространенного сегодня 2-го, не нужно постоянно держать руки на руле и следить за дорогой. Система сама берет на себя управление автомобилем. Новый Zeekr 9X – это серьезный полноразмерный кроссовер с габаритами. Длина 5239 мм, ширина 2029, высота 1819, а колесная база 3169 мм. Кроссовер стоит на стильных 22-дюймовых кованых дисках. Дизайн-центр Zeekr находится в Гетеборге, Швеция, где под руководством известного дизайнера Штефана Зилофа создают облик моделей Zeekr. В флагманском кроссовере дизайнеры вдохновлялись присутствием, спокойствием и мудростью. Внешний вид – это премиум с намеком на британскую аристократичность, но с уникальными деталями. Массивная решетка в стиле Zeekr 009. Прямоугольные фары с мерцающим светом и оригинальная задняя оптика с кольцевым рисунком. Несмотря на технологичность, у кроссовера традиционные дверные ручки и зеркала, что придает ему особый шарм. Цена на новый флагманский кроссовер пока официально не объявлена, но китайские СМИ предполагают около миллиона юаней, а это, между прочим, примерно 140 тысяч долларов. Но есть один интересный момент. Предзаказ можно оформить уже сейчас, внеся всего 5000 юаней, это чуть менее 700 долларов. И как это часто бывает с китайскими новинками, финальная цена вполне может оказаться приятным сюрпризом. В общем, китайцы умеют удивлять, то дешевле, чем ожидали, то нафаршировано, как премиум. Но даже прогнозируемый ценник не напугал покупателей. За первые 2 часа после открытия предзаказа оформили более 10 тысяч заявок. А это, согласитесь, серьезный показатель интереса к такому большому премиальному кроссоверу. Если наш обзор вам понравился, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях. В мире автомобилей всегда что-то новое, и мы готовы делиться с вами самыми свежими новинками. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Желаем удачи на дорогах и безопасных путешествий.